Здрасте. Здравствуйте. А вы вызвали, да, такси? У вас конечной точки не стоит? Да, все верно. У меня просто тут проблема одна. Мне нужна помощь мужчины. У меня там замок сломался, не проворачивается ключ. Прям очень тяжело. Вы можете мне помочь? Я заплачу. Нет, я понял. А что, мужчин рядом нет поблизости? Почему так такси-то? Ну, вообще, я прошлась по соседям, так. но там нет никого. Первый раз, конечно, такое. Ну, даже не знаю. Вообще, конечно, странно такими вещами отвлекать от работы, но раз надо, так надо. Ладно, давайте сейчас я заглушу машину. Далеко идти-то нет? Нет, это вот этот дом? Да. Сейчас, давайте. Спасибо. А закройте дверку. Замок сломался. Замок сломался у нее. А у меня как раз руки, как у слесаря. Сейчас все починим. А, там только провернуть надо. Ладно. Ох! Кто бы знал, что эти руки могут проворачивать не только мозги некоторым людям, но и замки. Ох, люблю быть полезным. Денег я, конечно, с нее не взял, как бы она мне не предлагала, потому что я верю, что мастеру добрых дел прилетит когда-нибудь что-нибудь в виде $1,5 миллиарда. Хотя Bloomberg назвал самой актуальной и крепкой валютой стабильной рубль. В рубли надо все вкладывать. Вот что-то. Опять, что ли, что-то случилось? Я уже боюсь спросить, теперь батарея потекла, нет? Я хотела узнать, может быть, у вас нет заказов сейчас? Ну, я еще не успел получить, а что? А сможете подвезти тут недалеко? А куда? Какой адрес? Фонтанки 130. Садитесь, чтоб не мерзнуть, сейчас решим. Я прям сегодня Тимур и его команда в одном лице. Делаю добрые дела. Так, Фонтанки 130. Сейчас. Прохладно? Да, сегодня прохладно. Закрыть-то нормально получилось? Замок? Да. Я так понимаю, что он только открывает. Отлично. Да, закрывается отлично. У меня, кстати, такая история была с одной дверью на прошлой квартире. В итоге я рекомендую вам, ну прям вот рекомендация от души, поменять замок. Ну, просто поменять замок, и все вопросы сами по себе отпадут. Значит, не первый раз чините замок. Ну, такой красивой девушки, если честно, первый раз. Да, я чувствую богат на комплименты, прям вы мне настроение подняли. Так, значит, Фонтанки, ну что, поехали? Куда едете, если не секрет? На работу? А кем? Ну, блин, я думаю, что я могу поговорить с вами, да, раз уж я помог вам. Кем работаете, рассказывайте, кем может работать такая красивая девушка, как вы. Ну, у меня очень интересная работа. Обожаю интересные работы. Я психолог-сексолог. Это прям по мою душу. Поэтому, когда вы задумываясь на тему, почему женщины не дают, слушаем сюда советы доктора Макаровой. Прям чувствую. А почему только по мою? Я так понимаю, что у нас у каждого второго, если не у каждого первого, есть какие-то незакрытые гельштаты, да, которые имеет смысл проработать. Или я могу ошибаться? Много вообще обращаются сейчас? Очень много, да. Очень хорошо, что сейчас эта тема не стала такой запретной. Ага. То есть, если раньше психологов просто боялись, да, то сейчас даже к сексологам готовы многие пойти. Ну, я рад за вас. Ну, то есть, без работы не сидите, я вот про что. Да, есть такое. Ну, супер. Отлично. Мы тоже таксисты, без работы не сидим. Нас
То замки починить вызовут, то на работу отвезти. Ну, я еще прохожу сейчас обучение. Не знаю, есть ли такое у таксистов. Вы знаете, у нас обучение в полях. Ну, то есть у нас обучение происходит опытным путем. Научиться работать в такси можно исключительно работая в такси. И прорабатывая опыт, нарабатывая. По-другому никак. Никто тебя не посадит рядом с собой и не проведет семинар, как справляться с этой работой, заработать больше денег и вообще. А у вас такое возможно. А что у вас за обучение сейчас происходит? Обучение психологии, психосоматики. Да, не только внутренние конфликты, но и то, что отражается внешне. Изучаю. Понятно. Ну, вот я прям по себе знаю, я загонный парень. Прям на самом деле загонный, и у меня режим фоновой тревоги постоянный. Вот просто нон-стопом. И единственное, что мне позволяет не фокусироваться на этих тревожных состояниях, это постоянно какая-то занятость. То есть мне нужно обязательно чем-то заниматься. Если вдруг у меня появляется вынужденное безделье, ну, например, там, я не знаю, ожидание в аэропорту, там, 2-часовое до вылета, или стояние в очереди, или сидение в автомобиле, ожидание кого-то, все, у меня начинаются жесткие, вообще просто там такое происходит в голове, вот, и я начинаю суетиться, куда-то что-то, кому-то звонить, что-то делать, как-то что нужно, не знаю, мыть машину, протирать, ну, хоть что-то делать, лишь бы у меня это не... Короче, вы меня поняли, как психолог, я думаю, что... Блин, это же вот, это всегда же так происходит, да? Когда человек узнает, что его оппонент доктор, он начинает ему говорить, а какой доктор? Там, типа, на ухо, горло, нос, блин, вы знаете, у меня вот тут вот миндаль, можете потрогать, что у меня здесь? Начинают все рассказывать про свои болезни. Так же и я сейчас поступил, очень плохо, не буду так больше делать. В целом, с одной стороны, это очень хорошо, да? Что у вас такое состояние, что всегда вы стремитесь что-то делать. То есть... А с другой стороны, если вы видите в этом проблему, то можно это проработать. То есть можно мой недуг в подвиг обратить, блин, я понял. Да, но если это вас беспокоит, то частично это можно проработать. В любом случае это не исчезнет полностью, но можно с этим работать. Понятно. Можно убрать из этого ту часть, где вы нервничаете, так. И просто вы будете по желанию работать больше. Супер. Мы подъезжаем. Да, прохладно, но хоть лед сошел, да, уже хорошо. Да, у нас еще и одуванчики уже растут. Одуванчики. Красота. Так, скажите, где? Здесь нормально будет? Да, вот прям можно здесь. А, прям здесь и можно? Вы хотите, здесь не заехать. Сколько я должна вам? Ой, нет, не могу я взять с вас деньги, потому что вы очаровательный, вы как в этом, вы привлекательный, я чертовски привлекательный, поэтому пусть у вас сегодня будет хороший день, и как и у меня тоже, поэтому ничего не нужно, можете идти, работать с людьми, помогать людям. Ну, я так тоже не могу. Давайте я хотя бы вас кофе угощу сегодня. Сегодня кофе? Я тут буквально на пару часов поработать, а потом мы можем куда-то сходить. Да? Да. Ну, да, почему бы и нет. Супер. Да. Так давайте, может быть, вы телефон мне свой продиктуете тогда, и я вас наберу через 2 часа. Окей? Да. Слушаю. Сейчас я вспомню свой телефон. Вы, да, не это самое. 8980. Хорошо, я вам, соответственно, позвоню. Вот, и через пару часов, и мы и подъедем, и договоримся. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Аккуратно выходите большое. только, да. Спасибо мне большое, да, и вам тоже за то, очень что вы есть. помогли. Спасибо. До встречи. Пока. Ау! Что
что за аппарат такой? Нет, ну так я не должен говорить, конечно, это же романтично очень. Ну как так, а? Прям с утра проснулся, разделся перед зеркалом, смотрю на себя и думаю, чувствую, нужна помощь мне психолога-сексолога, потому что я чего-то сдаю позиции. А тут как раз... Друзья мои, только кофе. Вы знаете мой принцип. Я пью только кофе. Никаких там... Только кофе. Блять, я ж кофе не пью. Цикорий с собой возьму. Цикорий выпью. Кофе перестал пить. Реально, что-то у меня... Да. Цикорий стал пить. Цикорий... Не кофе, конечно, но в целом такая имитация, которая позволяет протянуть без кофе. В какой-нибудь одной из серий, какой-нибудь следующий расскажу, как попил кофе. А скажите, напишите, пожалуйста, ну, во-первых, стали бы ли вы пить кофе с такой девушкой? А второе, а есть ли у вас какие-то проблемы или вопросы, которые вам хотелось обсудить с сексологом, психологом? Воспользовались ли вы этой ситуацией? Вот я чувствую, мне надо. Прям посмотрел на нее и прям чувствую, у меня прям такие проблемы. Вы пишите, а я поеду бабки отбивать. Не все время же в холостую работать. Ребята, помните, в прошлых роликах я рассказывал вам про стратегию заработка на онлайн-игре, при помощи которой можно зарабатывать по 10 тысяч в день без вложений. Так вот, она все еще работает. А кто из вас еще не заработал, скорее нажимайте вот сюда. И смотрите ролик до самого конца. Это мой подгон для вас. Я вам про него рассказываю, потому что хочу, чтобы каждый подписчик успел заработать на этой теме. Не упускайте такую возможность, кликайте на этот ролик и начинайте зарабатывать. Всем удачи. Пока.